Серьезное обострение между КНДР и Южной Кореей. Россия готовит наступление под Харьковом, а самих россиян в это время оставили без тепла и света. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Обострение в Восточной Азии. КНДР выпустил около 200 снарядов недалеко от южнокорейских островов. Мы сурово предупреждаем Северную Корею, что они несут полную ответственность за эскалацию кризиса. Один подросток убит, и еще 5 человек получили ранения в результате стрельбы в школе штата Айова. Стрелок был опознан как 17-летний Дилан Батлер, ученик средней школы Перри. Почти 20 тысяч человек остаются без тепла в подмосковном Климовске, 179 жилых домов и городская больница. Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. КНДР выпустил около 200 снарядов недалеко от южнокорейских островов. Агентство Ренхап уточняет, что снаряды упали в буферную зону у разграничительной линии в Желтом море, фактической морской границы двух стран. Также сообщается, что Сеул приказал гражданским лицам на острове Епхёнда эвакуироваться в убежища на фоне явных признаков военной провокации. Мы объявили об эвакуации после того, как нам позвонили из воинской части и сообщили, что они наносят морской удар у острова Йонпхёндо. Возникла ситуация северокорейской провокации. В результате обстрела, по данным Сеула, никто не пострадал. СМИ сообщают, что Южная Корея эвакуирует более 2000 человек с острова из-за вероятности нападения КНДР. В ответ на действия Пхеньяна южнокорейские военные планируют провести учения в Желтом море. Мы сурово предупреждаем Северную Корею, что они несут полную ответственность за эскалацию кризиса и настоятельно призываем их прекратить ее. Наши военные отслеживают и контролируют ситуацию в тесном сотрудничестве с США, и Южная Корея будет принимать меры в ответ на провокации КНДР. В сентябре 2018 года КНДР и Южная Корея договорились прекратить артиллерийские и полевые учения рядом с демилитаризованной зоной. Соглашение между странами также предполагало создание буферной зоны. В ноябре 2023 года Северная Корея расторгла это соглашение, обвинив Сеул в провокационных маневрах. Вечером 4 января Белгород попал под обстрел. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, российские средства ПВО якобы сбили 10 воздушных целей. Повреждены более 30 автомобилей, в домах повыбивало окна, 2 человека были ранены, а на месте прилета образовалась воронка. Спали в окно, посмотрели, ну и все, и вышли, машина разбита, все разбито как бы. На окно вот у малого в комнате разбито окно, осколок прошел, как бы, ну слава богу никого не зацепило, все нормально. Воронка возле машины есть, так фиг его знает. Шок, какие могут эмоции быть. Не рассматривались такое тут и все здесь, а куда уезжать. Что это было раньше Рено, Дастер? Была раньше, да, сейчас не похоже. Неспокойно было и в Крыму. Минобороны России сообщила, что над полуостровом было перехвачено 36 украинских БПЛА. Во время записи выпуска вновь приходит сообщение о воздушной тревоге в Севастополе. Оккупантам пришлось использовать дымовую завесу над Керченским мостом. Кроме того, беспилотник был замечен и над Краснодарским краем. Телеграм-канал ШОТ со ссылкой на местных жителей пишет, что в Новороссийске произошел взрыв, от которого затрясло окна. 15 января Россия может начать крупное наступление под Харьковом. Об этом пишет издание The Telegraph. По словам местных чиновников, в четверг силы Москвы нанесли ракетный, артиллерийский и минометный удар по городу и окрестным населенным пунктам. В число целей входили как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается как подготовка к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели. И российские, и украинские силы борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает села Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы Харьковской области. Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь продвинуться к удерживаемым украинцами городам Кременная и Лиман, которые были оккупированы войсками РФ, пока Киев не начал молниеносное контрнаступление в сентябре 2022 года. Западные аналитики говорят, что на линиях фронта мало что изменилось, они остаются статичными. Но командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский предупредил,
что российские войска наносят удары во время перегруппировки для нового штурма Лимана. Также он заявил и о планах оккупанта наступать на Купянск. В районе населенного пункта Синьковка продолжаются ежедневные штурмы российских войск с целью создания плацдарма и дальнейшего наступления на город Купянск. За прошедшие сутки на фронте между ВСУ и российскими военными произошло 59 боевых столкновений. Как сообщает украинский генштаб, на Бахмутском направлении РФ совершила 4 безуспешных атаки в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки. На Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают попытки врага окружить город. Независимые аналитики подтверждают, что изменений на линии фронта практически нет. Россия продолжает пытаться атаковать. Ситуация по нескольким направлениям для Украины как будто бы, если не стабилизировалась, то стала намного лучше, чем вот когда Россия только начала свои активные атаки. Напомню, что Россия перешла в атаку из обороны 10 октября. Сейчас уже 4 января, собственно, 10 января будет 3 месяца, как Россия пытается атаковать, но пока успехов нет. Один подросток убит, и еще 5 человек получили ранения в результате стрельбы в школе штата Айова. Представители полиции объявили, что стрельбу открыл 17-летний ученик этой же школы, Дилан Батлер. Он был вооружен помповым ружьем и пистолетом. Полицейские говорят, что нападавший застрелился. В здании школы было найдено и самодельное взрывное устройство. Его обезвредили саперы. Полиция прибыла на место уже через 7 минут. Позже к полицейским присоединились агенты ФБР и сотрудники спецподразделения по борьбе с терроризмом. Стрельба началась в половине 8 утра, когда занятия еще не начались, и в здании школы было сравнительно немного учеников, что позволило избежать большего числа жертв. Стрелок был опознан как 17-летний Дилан Батлер, ученик средней школы Перри. Батлер был вооружен помповым ружьем и малокалиберным пистолетом. Батлер также сделал несколько сообщений в социальных сетях во время и до стрельбы. Правоохранительные органы сейчас работают над получением доказательств. Пока все улики указывают на то, что Батлер действовал в одиночку. Жертвами преступления стали 6 человек, один из которых скончался. Это был ученик 6 класса средней школы Перри. Остальные 5 находятся на лечении в местных больницах. 4 из выживших – ученики, а 5 – сотрудник администрации школы. Почти 20 тысяч человек остаются без тепла в подмосковном Климовске. 179 жилых домов и городская больница. Произошел прорыв теплотрассы от котельной Климовского патронного завода. Он специализируется на выпуске боеприпасов для стрелкового оружия. Из-за этого жители остались без горячей воды и отопления. Температура в квартирах опустилась до 16 градусов, а температура воздуха на улице опускалась до минус 26. Без тепла осталась также Подольская больница номер 2, где пациентов пришлось отогревать тепловыми пушками. Кроме того, пропало и электричество. Сроки восстановления подачи отопления не сообщаются.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях: Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.